Если вы поддерживаете развязанную Российской Федерацией войну против Украины, то закройте это видео. Нам с вами не по пути. С первых роликов на этом канале я старался вести диалог и принимать позиции всех сторон, если такой диалог не скатывался в оскорбления. Однако теперь нет места даже для полутонов и фраз «все не так однозначно». Если вы решите остаться и начнете писать в комментариях очередной бред российской пропаганды, будьте готовы получить бан. Всем адекватным и миролюбивым людям приятного просмотра. На территории современной Украины люди появились около 1 миллиона лет назад. Самые древние места их активности были найдены в Королёво, Киик-Каба, Мезене, на Кирилловской улице в Киеве, а также в Каменной могиле. В то время люди жили небольшими группами, вели охоту на маленьких зверей, а также активно занимались собирательством. Впоследствии приручили собакена, скот, птицу, что привело к появлению скотоводства и земледелия, а орудия их труда были из камня, отсюда и название эпохи – Каменный век. Дальше был медно-каменный век. Называется он так из-за того, что инструменты начали делать из меди и камня. Логично. В это время племена окончательно разделились на скотоводов и земледельцев. На территории современной Украины жили представители обоих племен. В степи – скотоводы, а в лесной или лесостепной зоне – земледельцы. Самая известная культура тех времен на этих землях называется Трипольской. С 4 по 3 тысячелетия до нашей эры трипольцы расселились вот на этой территории и, по оценке некоторых историков, были не менее развитыми, чем шумеры, жившие примерно в это же время. Поселения трипольцев были весьма крупными для Европы тех времен. На территории Украины самыми большими являются остатки протогородов в селах возле современной Умани. Некоторые дома в этих поселениях имели 2 или 3 этажа, а спустя 50-80 лет жизни в городе жилища ритуально сжигались, и жители переходили на новое место. Это связано с тем, что они отлично освоили земледелие, а при сильной нагрузке земли быстро истощались. Также у трипольцев были развиты разные ремесла, а еще они изготавливали керамическую посуду высокого качества, украшенную орнаментом, традиции которого дошли и до современной Украины. Со временем трипольцы были покорены другими переселяющимися народами и ассимилировались с ними. А что дальше? Дальше был Бронзовый век. Люди продолжали переселяться и курсировать с территории на территорию, а также начали изготавливать орудия труда из сплава олова и меди, создавая бронзу, которая была более крепкой, чем достаточно мягкая медь. В это время начинают появляться массовые союзы племен, а вместе с ними приходит Железный век. Во время него для изготовления орудий труда начали использовать железо, земледельческие племена в лесостепной зоне укрепились и вели оседлый образ жизни, а в степь активно прибывали новые кочевые народы. Первыми, кто массово переселились, стали кемерийцы. Из-за кочевого образа жизни они не имели постоянных поселений, но при этом у них было хорошо развито оружейное ремесло, благодаря чему кемерийцы отменно управлялись с луком и мечами, верхом на лошади. Следующим народом, который пришел и взял на себя главенство, стали скифы. Они являются выходцами из одной иранской группы народов, что и кемерийцы. Часть кемеров покинула эти земли, а другая была вытеснена в Крым, а после постепенно ассимилировалась с новыми кочевниками. Греческие авторы, писавшие про скифов, выделяли разные племена, среди которых можно отметить земледельцев, скотоводов и царских скифов. Этот народ также отлично проявлял себя в седле с луком. В VI веке до нашей эры они смогли создать державу – Великая Скифия. Однако спустя несколько веков начался ее упадок, поэтому в III веке до нашей эры образовалась Малая Скифия. К эпохе этого народа относят массу захоронений, курганов, благодаря которым изучают их культуру. Самыми известными являются курган Солоха, в котором нашли знаменитый скифский гребень, и Толстая могила, где была найдена не менее известная золотая пектораль. Параллельно со скифами в VII-V веках до нашей эры греки начали активно осваивать украинское побережье Черного и Азовского морей. Так были основаны города-государства Ольвия, Тир, Херсонес, Пантикопей, Киркинетида, Феодосия и другие. Они активно торговали со скифскими племенами и особо не вступали в конфликт. В 480 году до нашей эры на территории Керченского и Таманского полуостровов возникло Боспорское царство с центром в Пантикопее, которое постепенно достаточно сильно разрослось. Греки активно обменивались культурным опытом с кочевым соседом. Один из самых почитаемых древнегреческих философов, Анахарсис, был как раз таки скифом. На смену этим кочевникам в III веке до нашей эры с востока пришли сарматы. Еще одно племя из той же группы народов. Некоторые ученые считают, что на самом деле сарматы могут быть потомками скифов-скотоводов. Так или иначе, бразды правления перешли в их руки. Новые кочевники тоже были хорошими конными воинами, а их женщины сражались на равных с мужчинами, из-за чего греки считали, что сарматы являются потомками скифов и амазонок. Кстати, традиции сильных и боевых женщин на территории Украины дошли и до наших времен.
Так вот, эти кочевники часто выступали наемниками в разных войнах, особенно в конфликтах Древнего Рима. Некоторые сарматы даже переняли от римлян христианство, о чем свидетельствует скифская епархия, которую создали в Константинополе в III веке. Кстати, одним из сарматских племен были Роксоланы, от названия которых появилось еще одно имя Украины – Роксолания. Рядом с сарматами жили предки славян Венеды, которые расселились в лесной или лесостепной зоне. В III веке нашей эры германские готы покорили венедов и сместили сарматов, а после с востока пришли гунны, которые стали главными в регионе и сместили германцев. В следующем веке венеды расселились по значительной части Европы и раскололись на склавинов и антов. Вторые как раз были на территории современной Украины. А Гунская империя рухнула в V веке после смерти ее самого успешного предводителя – Аттилы. От гуннов украинцам и многим другим славянам остался обряд встречи гостей хлебом и солью. В этом же веке одним из анских князей, Кием, был основан Киев. Ну, господа, по-моему, это лайк? Постепенно племена гуннов были смещены новыми кочевниками с востока, аварами и булгарами. Они постепенно ушли в земли современной Венгрии и Болгарии, а украинская земля была захвачена хазарскими племенами. Славянские племена пытались противостоять им, однако в итоге хазары смогли покорить их и обложили данью часть племен. В VIII-IX веках восточные славяне расселились от Карпат до Оки, от Ладоги до Черного моря. На территории Украины в это время жили такие племена: поляне, древляне, северяне, дулебы, тиверцы, уличи и белые хорваты. Они жили вместе, им все были рады, и вообще, они жили хорошо, мирно ходили в садик, стриглись под горшок. Извините. Важную роль в их развитии играл один из основных торговых путей Европы на тот момент – путь из варяг в греки. Варягами славяне называли скандинавов, а греками – Византийскую империю. Вы греки? Угу. Если вы греки, то вы ехали через реку. Этот путь позволял по рекам добраться из Балтийского моря в Черное. Для лучшего контроля над торговым путем племенные союзы объединяются в некое подобие княжеств. Арабские и персидские географы, которые путешествовали через земли восточных славян, оставили упоминания о 3 племенных княжествах – Куявии, Славии и Артании. И вот если с Куявией все ясно, княжество вокруг Киева, то насчет расположения Славии и Артании идут споры. Одна версия гласит, что Славия располагалась севернее Киева, в землях племени Ильменов, с центром в Новгороде, а Артания в это время находилась на юго-востоке, контролируя Донской торговый путь. По другой версии, Славия и Артания находились впритык к Куявии. В общем, мы углубляться в эти споры историков не будем, а обратим внимание на то княжество, сомнений в расположении которого нет. Куявия. Костяк ее земель составляли поляне с центром в Киеве. Согласно повести временных лет, в IX веке в Киеве правили князья Аскольд и Дир. Однако о втором нам мало что известно. Его существование вовсе стоит под сомнением. Обидно. Поэтому остановимся на Аскольде. Есть несколько версий его происхождения. Некоторые историки считают, что он был варягом, которого другой варяжский правитель, Рюрик, отправил в Константинополь. Однако Аскольд ослушался и с дружиной освободил полян от уплаты дани хазарам и начал править в Киеве. По другой версии считают, что имя Аскольд походит от славянских корней Аскал, Сокол, Кол, что может свидетельствовать о том, что правитель является потомком киевской династии князей, идущей от основателя города – Кия. Есть даже версия, что имя Аскольд осталось от иранских кочевников, которые ранее населяли степи современной Украины. Так в их языке есть слово «асколд», что означает «приграничный хозяин», а во времена тех же сарматов будущие киевские земли находились как раз у границы. Так что общепринятой версии о происхождении князя нет. Однако именно при нем Киев начинает получать центральное значение в регионе. В 860 году Аскольд с дружиной отправляется в поход на Константинополь и вскоре берет город в осаду. Греки откупились данью, а князь заявил о формировании новой силы на севере. Его владения византийцы назвали Росью. Тут тоже есть несколько версий происхождения корня Рус-Рос. Одна из них традиционно варяжская, но другой, достаточно распространенной, является сарматская теория. Помните племя Роксоланов, о которых я упоминал ранее? Так вот, греки также называли их Росомоны, или же Росы. Поэтому, вероятно, Русь могла получить название именно от них. Так вот, это был не единственный поход киевского князя на Царьград. Также он плавал туда в 866 году. Про этот поход известно немного. Однако, вероятно, он был затеян, чтобы убедить византийцев крестить Русь. Ибо уже в следующем году Аскольд сам принял христианство вместе с дружиной. При крещении он получил имя Николай. Крестить Русь нужно было для поднятия ее в глазах греков на один уровень с собой, так как русов воспринимали варварами-язычниками.
После этого Аскольд провел третий поход на Константинополь в 874 году, однако он завершился неудачей, так как Кладий с дружиной раскидал шторм. Про четвертый поход почти ничего не известно. Насчет крещения. На попытку князя навязать новые порядки в Киеве подданные отреагировали примерно так. What the hell? Против Аскольда начинает зреть заговор. Тем временем, пока он правил в Киеве, на севере не было четкого единства, поэтому местные племена решили найти сильную руку извне и призвали того самого Рюрика взять власть в свои руки. Хотя, возможно, он просто сам захватил ее. Так или иначе, с 862 года в Новгороде правит Рюрик. И вот именно к нему киевская знать обращается за помощью, чтобы тот занял город и не менял никаких обычаев. Однако в 879 году Рюрик умирает, а его сыну Игорю было всего 2 года. Так что власть перешла к воеводе правителя, Олегу, который становится князем-регентом. Ништяк. Он собирает дружину и в 882 году отправляется на Киев. Там переодевается в торговцев с частью дружинников, пока другие прячутся в округе. Аскольд и тот самый таинственный Дир выходят осмотреть товар и их убивают. Олег занимает Киевский престол и показывает гражданам маленького Игоря, говоря: «Это ваш истинный князь». Таким образом, Олег объединяет северные и южные земли восточных славян. Также он силой покоряет племена вокруг Киева, отбивает от влияния хазар северян, вятичей и радимичей, а потом соединенные земли облагает данью. Также князь посмотрел на Киев и такой: «Какая красота, какая роскошь! Машаллах, машаллах!» В общем, он выбрал его столицей и назвал Киевскую землю матерью городов русских. Так официально появляется новая держава, которую в летописях запомнят как Русь. Так как столица Византии оставалась основным рынком сбыта товаров для русинов, Олег решает выторговать более комфортные условия для своих купцов. Для этого он делает что? Правильно, собирает дружину и в 907 году плывет в новый поход на Царьград. Однако наученные Аскольдом греки уже ожидали подобный исход. Они натянули на подступах к городу цепи и спокойно увалились спать, думая, что корабли не смогут зайти в гавани. Но тогда, судя по легенде, Олег приказал вытянуть ладьи на сушу, поставить их на бревна или же вовсе приделать к ним колеса и покатить в сторону города. Византийцы были в шоке от увиденного и точно не ожидали подобного. Им пришлось выплатить дань, а также гарантировать славянским купцам особые привилегии в торговле. Олег в знак успеха прибил на ворота города свой щит и с дружинниками вернулся домой. Однако через какое-то время греки начали все чаще нарушать договоренности, из-за чего Олег собирается в новый поход и в 911 году вынуждает византийцев восстановить предыдущие договоренности, а также заключить дополнительные, ну и выплатить выкуп, разумеется. В следующем году Олег умирает, и на престол наконец-то восходит Игорь. Из-за смерти сильной руки, что держала всех в узде, древляне уличи попытались быстренько выйти из-под влияния Киева, однако Игорь их сцапал и обложил двойной данью за неповиновение. В 915 году новым соседом Руси стали печенеги, которые постоянно устраивали набеги на Русь. В 941 году Игорь решает заняться любимым делом киевских князей – сплавать в набег на Константинополь. Он собирает здоровенную дружину, и византийцы сжигают их греческим огнем. Но Игореня был целеустремленным мужчиной. Через 2 года он собрал новое войско и отправился в еще один поход. В этот раз все прошло куда успешнее. Князь закрепил договоренности, полученные Олегом, ну и забрал большой выкуп. Осенью 945 года он с дружиной отправился за традиционным сбором дани. Князь объезжал все племена. Вскоре они собрали дань с древлян и отправились дальше. Однако дружинники завозмущались. «Князь, нам кажется, древляне терпилы. С них можно и больше струсить. Думаешь?» «Знаю». Игорь отправил половину дружинников в дальнейший путь с собранным добром, а со второй половиной вернулся к древлянам и потребовал еще один кусок пирога. Этого племя стерпеть не могло. Древляне подорвались, убили дружинников, а самого князя привязали к 2 натянутым деревьям, а после на потеху жителям отпустили их. Теперь в Киеве 2 князя. В общем, жадность фрая разгубила, а сын правителя, Святослав, был еще маленьким, поэтому власть пришлось взять на себя жене Игоря, княгине Ольге, которой предстояло показать силу Киева и отомстить за мужа, но об этом уже в следующей серии. Спасибо за просмотр, на этом часть по теме видео окончена, дальше просто хочу немного поговорить. По понятным причинам я давно ничего не выпускал. Постараюсь не затягивать со следующим видео, но, как вы понимаете, в данной ситуации тяжело что-то планировать, ибо в любой момент все может измениться. Да, кстати, если кто-то не знает, когда-то я уже делал цикл по истории Украины. Это были мои первые видео, поэтому качеством они не блистали, однако многим полюбились.
По этой причине, прямо перед войной я и захотел сделать более подробный и качественный ремейк, о чем объявил в своей телеге. Правда, ремейк должен был ждать своей очереди, так как планы на ближайшие выпуски были совсем иными, однако случилось то, что случилось. Поэтому сейчас у меня нет ни желания, ни морального права, как мне кажется, делать видео на какие-то сторонние, ранее запланированные темы. К ним вернемся попозже. Также с начала войны я, по понятным опять-таки причинам, отказался от рекламодателей из России, а на монетизации до войны порой было трудно заработать, а сейчас тем более. К тому же YouTube периодически немножечко шалит и отключает ее по ошибке. Так вот, пользуясь случаем, обращаюсь к компаниям не из РФ. Для ваших рекламных предложений я открыт, почту оставлю в описании. Но так как сейчас компании не очень охотно идут к авторам с небольшими каналами, то я, как и все в округе, наконец решился создать Patreon. Не могу и не буду плакаться о потере основного заработка, ведь есть люди, кому сейчас явно хуже, но буду очень благодарен, если вы все-таки решите поддержать меня чеканной монетой на Патреоне или в самом Ютубе через спонсорство. Но я прекрасно понимаю, в каком сейчас положении мы все находимся, поэтому если у вас самих проблемы с заработком, то оставьте финансы для себя. Так или иначе, видео я все равно буду стараться делать, ибо мне это нравится. По поводу уровней подписки на Патреоне, спонсорстве и плюшек к ним. Честно говоря, пока что их особо нет, так как в нынешних условиях тяжело придумать что-то стабильное и интересное, а в банальщину скатываться не хочется. Ну и, конечно же, буду рад почитать ваши идеи и предложения. Для этого, вероятно, в ближайшее время создам отдельный пост в телеге. На этом пока все. Будьте осторожны, берегите себя. Добро обязательно победит. Оно уже побеждает. Слава Украине!